Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами миссис Бакор. В этом видео я покажу, как сделать супер простой переход в стиле киберпанк. Для начала нам потребуется два фрагмента видео или две картинки, между которыми будет происходить переход. Я заранее подготовила задний фон в своей композиции и две картинки новогодней ели, простую и уже украшенную, между которыми будет происходить переход. Выделяем наши слои, клик правой кнопкой мыши, выбираем меню «Recompose». Переименуем композицию, назовем ее Edit, так как именно ее мы будем изменять. Окей. Создадим новый корректирующий слой. Идем Layer, New, Adjustment Layer. Добавим на него эффект мозаик, чтобы получить эффект пикселей. И поменяем количество блоков. Далее добавим эффект Fine Edges, который поможет получить необходимый контраст для эффекта смещения пикселей. Изменяем значение Blend на нужное вам. Я поставлю 30. И также добавим эффект Tint, который сделает все черно-белым, так как мы будем работать с яркостью. Супер! Теперь добавим Fractal Noise, чтобы получить более интересный вариант смещения. Здесь устанавливаем на Rocky блок, и вы видите мои настройки. Но посмотрите, что лучше будет выглядеть для вашей композиции. И применим выражение для параметра Evolution. Находим нужный нам параметр и пишем Time 500. Отлично. Снова выделяем слои, правая кнопка мыши, Recompose. Назовем композицию Matte. Поместим ее ниже нашей основной композиции и скроем ее, чтобы она нас не отвлекала. Супер! Теперь на композицию Edit добавим Displacement Map. Этот эффект как раз будет отвечать за смещение пикселей. В качестве карты смещения выбираем слой Matte и здесь выбираем Luminance. Мы не хотим смещать их прямо сейчас, поэтому эти значения меняем на 0. Сверху этого слоя добавим слайдер. С помощью него мы будем управлять смещением. Спускаемся ниже, находим вертикальное смещение. Нажимаем на спиральку и ведем линию до слайдера. И как вы можете видеть, теперь слайдер управляет вертикальным смещением нашего слоя. Смещение пока выглядит не очень привлекательно, поэтому продублируем эффект Displacement Map 40 раз. Отлично! Теперь это больше похоже на пиксель сортинг. Как вы наверняка заметили, при смещении пикселей появляется альфа-канал. Как это можно пофиксить? Очень просто. Нажимаем на эту галочку, и пиксели обернутся как бы вокруг слоя. Но при этом у нас смешаются цвета сверху и снизу. Я так делать не буду. Я добавлю еще один эффект CC Reptile. Разместим его над слайдером. Выберем значение Tilling Unfold. И теперь увеличим значение Expand Up и Expand Down, чтобы перекрыть появившийся при смещении альфа-канал. Я сразу поставлю ключи анимации, чтобы регулировать, как будет выглядеть композиция. Мои кадры будут меняться на 3-й секунде, и как раз там выставим наибольшее значение смещения. Уже выглядит неплохо, но добавим немного вытянутости нашим пикселям, чтобы смещение происходило как бы колоннами. Для этого добавим новый adjustment слой и кинем на него эффект Scale Vibe. Центр перенесем вниз и уберем значение угла из Direction, так как у меня анимация смещения будет строго снизу вверх. Теперь, регулируя параметр Stretch, растяжение, вы можете сделать что-то похожее на это. Выставляем ключи для анимации. Так, мне уже супер нравится, но добавим еще немного глубины нашему переходу. Для этого создаем еще один Adjustment Layer и добавим на него эффект Fine Edges. Поменяем режим наложения слоев на Color Burn. Как вы видите, выглядит супер экстремально. Я уберу немного видимость слоя, оставлю 50%. Уже лучше. Так, отлично.
И поверх добавляем еще один корректирующий слой. На него кинем Glow эффект, свечение, ведь свечения много не бывает. Кто со мной согласен, ставь лайк. Настройте параметры, так как это подходит вашей композиции. И наш переход готов. Мне действительно нравится этот эффект перехода из киберпанка. Это светящаяся маленькая сетка из пикселей, которая появляется поверх изображения. Сейчас покажу, что я имею в виду. Что нам нужно сделать, так это продублировать наш слой Edit 2 раза. Перемещаем их поверх всех слоев. Удаляем все эффекты с нижнего слоя. ОК. И добавляем на него эффект Gaussian Blur. Настраиваем параметр Blurriness и ставим галочку в окне Repeat Edge Pixels. На верхнем слое ко всем уже имеющимся эффектам добавим еще парочку. Сначала в самый низ добавляем Luma Key эффект. Мы хотим добавить немного ярких лучей, поэтому меняем значение Key Type на Key Out Darker. И настраиваем параметр Threshold по своему усмотрению. Отлично. Так как мы хотим сетку из пикселей, добавим еще эффект CC Ball Action. Изменим размер шариков на нужный нам. Я ставлю 57. Изменю немного Grid Spacing. Супер! И, конечно, я хочу добавить свечение. Нужно больше свечения. Но сперва нужно добавить эффект Fill, чтобы наши шарики стали белыми. И вот теперь Glow эффект. Чтобы все это заработало, убираем видимость верхнего слоя, а на нижнем выставляем Luma Matte. И меняем режим наложения на Add. И вот получаем эффект всех этих маленьких пикселей. Все-таки сделаем видимым верхний слой, но немного уменьшим его прозрачность. Оставлю 50%. И, конечно, выставляем ключи анимации. Замечательно! Мой последний трюк для этого перехода – это то, что я отделила елку от фона. Я не могла использовать хромакей, поэтому использовала ротобраш. Если будет интересно, сделаю видео на эту тему отдельно. И повторила эффект сортировки пикселей отдельно для нее. Поместив этот эффект немного ранее, получаем гораздо более динамичную картинку. Спасибо, что досмотрели до конца. Я надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если да, лепи палец вверх и подписывайся на мой канал. Если остались вопросы, пиши в комментариях, все буду читать, всем отвечу. Ну а я увижусь с тобой уже в следующем ролике. Пока-пока!